Вот такой обалденно вкусный английский традиционный десерт я сегодня сделал. Яблочная крошка или apple crumble с заварным кремом custard. А если вы желаете узнать, как я это сделал, оставайтесь на моем канале, я все покажу. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Сегодня займемся выпечкой или приготовлением десерта. Это английский классический десерт, называется apple crumble или яблочная крошка. И к этому мы сделаем заварной крем, как здесь в Англии подают это блюдо. Это сочетание, это обалденно вкусно. У нас в семье это любят, я сам это люблю. И часто, когда мы ходим в бар, то иногда я заказываю в баре. А чтобы время не терять, пойдем покажу, что и как я буду делать. Может быть, я подкину вам идею сделать то же самое, если вы такое раньше не делали. Итак, у меня здесь пакет яблок. Получилось так, что я купил, никто дома не кушает, и я решил это израсходовать, пока, чтобы это не испортилось. В первую очередь мы яблоки сейчас вымоем и отделим от сердцевины. Так, яблоки я вымыл, отделил от сердцевины, и мы сейчас поделим, разрежем на 4 дольки и отправим вот в эту кастрюльку. Так, сюда добавлю совсем чуть-чуть лимонной кислоты и воды, сейчас совсем чуть-чуть. И сюда добавляю теперь сахар. Так, на глаз. И поставим это на плитку, и пускай это протушится. Нам нужны тушеные яблоки для этого. Итак, пока у нас яблоки тушатся, мы сделаем основу для нашей крошки. Для этого понадобится, но я в то же время подпишу это под видео, 200 грамм сахара, 200 масла и 325 муки. Так, муку отправляем сюда, в миску. Так, сюда отправляю сахар. Как следует, сейчас я перемешаю ложкой. И сюда отправляем наше масло комнатной температуры. И руками будем делать крошку, чтобы равномерно все масло у нас перемешалось с сухими продуктами. Нам тесто такое не надо, надо, чтобы крошка у нас получилась. Мука с маслом и с сахаром. Вот так, примерно крошка такая у нас готова. Теперь ждем, как у нас яблоки приготовятся. Итак, яблоки у нас потихонечку здесь тушатся. Так, до готовности, чтобы яблоки совсем получилось как пюреобразная масса здесь. Сейчас поставлю на маленький огонь и пускай продолжают тушиться. Так, пока у нас яблоки тушатся, мы займемся заварным кремом. Здесь у меня 2,5 литра кастрюлька, в общем, пол кастрюльки я залил молоко. Добавляем сюда ванилин и сахар по вкусу. Если очень сладкое, побольше сахара, не очень сладкое, поменьше сахара. Ну, примерно так я знаю. И поставлю эту на газовую плитку вариться и время от времени помешиваем, чтобы ничего не подгорело. Тем временем я взял посудину. Здесь у меня 4 желтка. На каждый желток пол чайной ложки крахмала.
Так как у меня там 4 желтка, значит 2 чайные ложки крахмала я сюда добавляю. Примерно так достаточно. И все это венчиком сейчас мы перемешаем. Как следует для однородной массы. Так, теперь мы ждем, как у нас молоко закипит. Также еще проверяем наши яблоки, пускай еще начинают уже очень хорошо. Потому что, помните, я добавил совсем чуть-чуть воды. Ну, яблоки тоже отдали сюда сок. Ну, пускай потихонечку еще тушится. Итак, молоко у меня закипело, я переставил на маленькую конфорку. Так, теперь я возьму поварешку, и поварешкой возьмем немножко молока и добавим к нашим желткам. И как следует перемешиваем быстренько, чтобы желтки у нас не сварились. Потому что крахмал помогает стабилизации желтков, чтобы никто ничего, нигде ничего у нас не свернулось. Так, еще добавим немножко молока. Так. Теперь я включаю газ под молоком, поставим на маленький огонь. И постепенно помешивая, добавляем наш желток сюда. И на маленьком огне мы дадим пару минут покипеть. Смотрите, уже приготовилось все. Постоянно помешиваем сейчас. Как шелк должен образоваться. И так дадим 3 минуты повариться, помешивая постоянно. Попробуй на вкус. Получилось обалденно вкусно. Это классический заварной крем английский. Называется custard. Рецепт, которым я сегодня пользовался, это от нашего знаменитого повара здесь в Англии Джейми Олива. Простенько и вкусно получается. Все. Я выключаю газ теперь. И на этом у нас крем готовый. Посмотрите. Прелесть. Очень хорошо. Дадим еще минут 5 так протушиться. И тогда перенесем в посудину. Итак, яблоки наши хорошо здесь протушились. Влага уже испарилась тоже. Я выключаю газ и дадим немножко это остыть. Итак, здесь я взял плотвелин, такую посуду, здесь это будем выпекать. Перекладываем все яблоки сюда теперь. Посудину я уже попрыскал пекарным маслом специальным. Так. Распределим аккуратненько по нашей посудине. Равномерно, чтобы все было. Духовка у меня нагревается до 180 градусов уже. И сверху посыпаем теперь крошкой нашей.
равномерно сделаем. Так. И теперь это идет в духовку 180 градусов примерно на 40 минут. Вот такой финальный результат получился. Честно говоря, я результатом доволен. Это обалденно вкусно все. Итак, сегодня с вами поделился еще одной идеей, что можно сделать в качестве десерта или выпечки. А именно я сделал английское традиционное сладкое блюдо, десерт Apple Crumble или яблочная крошка с заварным кремом кастард. Делается сравнительно легко, но занимает немножко времени, но результат обалденно вкусный. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам дало какую-то идею сделать то же самое или что-то наподобие такое. Попробуйте, может быть, и вам понравится. А на этой аппетитной ноте хотел бы прощаться, желать вам самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.